Чайник уже, наверное, закипел. Когда мы с братом еще учились, мама несколько раз ездила в Китай на шоп-туры. Там она покупала недорогую одежду, разные предметы и всякую всячину. Ну и, конечно, привозила нам разные сувениры. Где-то дома до сих пор лежат халат с драконом и китайская шляпа. Эту картину я нарисовал в художке. Огни неспящего мегаполиса. Буря энергии миллионов людей. Даже сейчас это все еще захватывает душу. Так и не выкинули все эти коробки. Давно пора. Когда я был маленьким, я думал, что на этой картине нарисована мама. Только позже я узнал, что это известная картина. Очень известная. Этот стол отец собрал, скорее всего, еще до моего рождения. Конструкция у него очень необычная. Нормальный монитор на него поставить сложно. Зато с ноутбуком посидеть вполне можно. Пока отец был с нами, они с дедушкой собрали здесь всю мебель. Иногда мне жаль, что меня никто не научил быть мастером на все руки. Так и не решился ее выкинуть. Эти кресла-кровати мама купила нам на смену старым диванам. У них была очень хлипкая подставка. У меня она быстро сломалась. Поэтому вместо подставки я начал использовать кастрюлю. Вспоминаю свой 10-й день рождения. Тогда на редкость собралась почти вся семья. Даже родители отца пришли. Это был один из тех редких дней, когда даже за этим столом-книжкой было очень тесно. Этот стол нам уже купила мама. Он занимает не так много места, и на него уже можно было поставить компьютер. Конечно, немного тесновато. Но и комната у нас не особо большая. Я был еще совсем маленьким, когда мама купила этот холодильник. Тогда он казался мне таким высоким, а теперь я его перерос. Не помню, поливал ли я цветы на этой неделе. Ладно. После смены полью еще раз, на всякий случай. Ладно, пора топать понемногу.
Я собираюсь жить вечно. И пока у меня получается... Как-то раз я решил докопаться до самого центра Земли. Тогда я и узнал, что у песочниц есть дно из бетона. Тут часто сидела Нина Ивановна, бабушка Андрея. Когда мы с ним гуляли, она за нами присматривала с этой скамейки. Давно ее не видел, кстати. В году 14-м город так сильно завалило снегом, что сугробы были невероятно высокие. Несколько дней тогда не ходил в школу. Я был без ума от счастья. Раньше тут целый парад таких стоял. А сейчас только один остался. Как-то Серега так катался, что в дерево вдуплился и весь лоб себе расхерачил. Кровище так хлынуло, что всех сразу по домам разобрали. Как-то в году в 17-м или 18-м столько видел постов новостных про расчлененку на помойках. Долго я еще в баки заглядывал, чтобы случайно там никого не найти. Ой, ну что за срач-то опять? Надо прибраться, пока никого нет. Ждать, когда каждый в этом доме перестанет наконец-то врать.
О, вот и работяги. Здравствуйте. Здравствуйте. А у вас пельмени есть? Да вроде есть. Сейчас посмотрю. Пожалуйста. Так, еще хлеба надо и тушенки, банку. А дайте еще печенье шоколадное. Спасибо. Слушайте, муки еще надо. Сколько получилось? 899. О, дайте еще жвачку по рублю. Да, конечно. Вот, порубите. Спасибо. Всего доброго. Так, надо еще пол убрать. Ну, красота. А вот Антоху за такое пора штрафовать уже начать. Добрый вечер, мистер. Можно мне, пожалуйста, по списку все? Добрый вечер. Давай. Так, хлеб, чай и рулет. Окей. Держи. А можно мне еще с вот этих денег пачку сухариков и маленький сок? Угу. Так, смотри, сока маленького пока нет. Могу тебе банку колы из холодильника достать. Будешь? А сколько она стоит? 64. Давайте. Вот,
И твоя сдача. Спасибо, мистер. Доброй ночи. Давай, мистер. Ждать, когда каждый в этом доме перестанет наконец-то врать, когда головная боль мне невольно Добрый вечер, Матвей. Добрый вечер, Семен Петрович. Дай-ка мне шоколадку, чтобы повкуснее была, но то горькую, просиков в масле и коньячку в пузырек. Сейчас сделаем. Ну вы и намиксовали. Что сделал-то? Набор у вас, говорю, интересный получился. Ага, надо же свою старуху иногда побаловать, а то заскучаем здесь совсем. Ну да. Ты вот тоже здесь скучаешь-то, всю ночь сидеть. Да не особо, Семен Петрович. Нахожу чем заняться. То порисую, то музыку послушаю, то телек посмотрю. Ну, хотя, знаете, бывает, конечно, чего греха таить. О! А дед твой здесь совсем не скучал. Никогда. А мы ему с этим помогали тоже. У нас, знаешь, были такие вот, как это? Карточки такие вот. Я тебе принесу, если найду. Хорошо. Ну только сколько там с меня получается-то? 393. О, вот. Вот. Угу. Ну ладно, я пошел. Я поищу, найду, До свидания. принесу. Пока. Спасибо. Доброй ночи, Семен Петрович. Здрасте. Здрасте. Пачку унисона, Дентас и водичку еще 0,5. Угу. ждать, когда каждый в этом доме перестанет наконец-то врать, когда головная боль мне невольно запретит мечтать, По карте. когда из соседней комнаты услышу голос твой засыпать. Спасибо. Угу. Хлеба, молока и сигареты Малборо. У вас что, ребенок родился? Очень смешно.
Так, ну сейчас уже вряд ли кто-то придет. Можно и поспать. Что вы спите? 7 утра. Стики есть? Стиков нет. Какую я ждала. Так, раз 7 утра. Поспать уже явно не выйдет. Что там хоть по телеку? Здравствуйте, в эфире «Утреннее мнение», в студии с вами Дарья Синицына. В сети набирает популярность новая финансовая пирамида денежный бобер. Приложение уже охватило миллионы пользователей, и их количество продолжает расти. Одни называют его МММ 2.0, другие считают его структуру инновационной и беспрецедентной с точки зрения быстрого заработка. Финансовые эксперты ИР настоятельно рекомендуют не участвовать в подобных проектах, сходясь в одном. Приложение «Бобер» скорее является азартной игрой, нежели полноправной финансовой структурой. Министерство транспортной безопасности сообщает об аномальном росте числа дорожно-транспортных происшествий. По заявлениям экспертов, все больше водителей отвлекаются за рулем на мобильное устройство, что неизбежно приводит к росту количества аварий. По данным ведомства, за ноябрь количество подобных инцидентов увеличилось на 28%, что почти вдвое превышает средние сезонные показатели. Сотрудники министерства призывают водителей оставаться внимательными и не пользоваться мобильными устройствами во время движения. «Сердце Союза» – документальный фильм, посвященный памяти Прасковьи Ивановны Строгановой. Главные картины советского кинематографа предрекали будущее любимой актрисы и подражали ее прошлому. Как 6-летний Проша покорил Москву, а в 20 стала любимым сердцем целой эпохи. Смотрите фильм о главной актрисе Советского Союза сегодня вечером на главном канале. О! Доброе утро, уважаемый. Как дела? Все в порядке? Здравствуйте. Ну так это, как жизнь? Да нормально все. Вы брать что будете? Ну понятно. Водочки мне можно? И хлебушка ржаного, недорогого. О, 300 рублей у меня бюджет. Что это ты? О, спасибо, товарищ. А что в новостях-то было? Да ничего особого там. Авария опять. Бобер этот. Ну и Прасковья умерла. Слышали, Строганова? А, и небось там расскажут, какая она распрекрасливая, талантная, да? Ай, пакость это все. Паразитизм. Да они еще при живой нее некролог сняли. Да? Чтоб когда человек того, ну вот самыми первыми в эфир пустить. Ага. Ой. Фильм они про нее сняли. За день, да? Не. Заранее. Только пиздеть, пожалуйста, не надо. Это ларек. Понятно. Тебе не интересно? Нет, мне интересно. Но только пиздеть нельзя. Ладно. Всего доброго. Всего доброго. Когда каждый в этом доме перестанет наконец-то врать. Когда головная боль мне невольно запретит мечтать. Когда из соседней комнаты слышу голос твой. Добрый вечер, мент Вишневый. Добрый вечер. Одну пачку. А неправильно. Надо отвечать «Доброе утро». У вас чувство? Имя и фамилию.
Зоренко Матвей Сергеевич. Зоринг. Сын Геннадия Михайловича, которого ларек был внук. Внук. Понятно. Хороший был мужик. Дай одну пачку. Мента же? Угу. Так, синяя или красная какая-то. Так, отчество. Сергей. Проживаешь по тому же адресу? На Кирова 49. А вам зачем? Понятно. Я Андрей Остапович Вилкин, ваш участковый. У тебя будет 5000 одной купюрой? Сейчас посмотрю. Угу. Ну, есть одна. Давай. Спасибо. Сигареты забыл? Ладно. Ты вот крупные купюры чем проверяешь? Да так же. На глаз? Не годится, надо детектор ставить. У нас тут фальшивомонетчик завелся. Ты вот пока запоминай, кто тебе такие пятерки дает. Ну и вообще проверяй где-нибудь. Ну ты, конечно, доверчивый. Дай еще косичку. Зефирную, да? Да. В смысле доверчивый? Вы пошутили? Про фальшивомонетчика я не пошутил. Сколько? 308. С сигаретами? Да. Ага. Нельзя так, Матвей Сергеевич, безответственно относиться к деньгам. Всего доброго. Будьте внимательны. Все, пора домой.